Здравствуйте, с вами Роман Примак, инструктор по выживанию Центра экстремального туризма СИАЛ. Сегодня мы поговорим про костер. Костры бывают различные, тепловой костер, сигнальный костер мы уже делали. И костры бывают скрытые, боевые, охотничьи. Это так называемый костер Дакота, это подземный костер. Дыма нет, пламени не видно, оно внутри. На поверхность выходит только лишь жар от огня, который позволяет что-то приготовить, какую-то еду, обсушить вещи, согреть руки, и чтобы этого костра никто не увидел. Его придумали американские индейцы, в принципе оттуда и пошло это название костра Дакота. Широко используется спецподразделениями, когда они в тылу противника выполняют специальные операции. Сейчас очень хорошо стало использоваться для обучения туристов-экстремалов, когда нужно сделать маленький экономный костер, который никогда не зальет вода дождевая или снег, потому что он представляет собой уровень горизонта земля, воронка 70 сантиметров глубиной, как груша или как лампочка круглая, если вы представляете, узенькая вверху и широкая внизу, 50-70 сантиметров глубина, 70 сантиметров основания. К основанию подходит воздуховод, чтобы был приток воздуха. Внутри этой печки малое количество дров всегда делает спокойное, долгое горение. Причем его можно закрыть, прикрыть, сделать больше, меньше огонь. Он под землей горит, никогда не затопит водой. Очень малое, буквально 2-3 щепки, 5-6 шишек, и он хорошо закипятит литр воды. Это уже пробовали, неоднократно проверено. И его не видно, он подземный костер. Сейчас мы покажем, как его делать. Важно делать аккуратный маленький вход. Вернее, это будет выход уже жерла этого нашего костра. Он должен быть не широкий. Вот где-то 20 на 20 сантиметров. Костер Дакота копается на различных поверхностях. На горизонте, если его копать, тогда нужно длинный воздуховод, метра 2-3, перекрытый сверху палочками и грунтом, чтобы не допускал подсос воздуха, длинный воздуховод. Очень удачно, очень удобно копать Дакоту на склоне. То есть, собственно, костер, собственно, очаг внизу, а воздуховод подводить снизу склона. Это очень экономно, эффективно и, главное, очень быстро. На склоне всегда строится Дакота гораздо легче. Сейчас мы будем рыть ниже на полметра, даже на сантиметров 70, поддувало, которое будет подходить к основанию нашего костра. Работа по откапыванию или по изготовлению костра Дакота немного грязная, но она того стоит. Эффект, который дает этот костер, превзойдет все ваши ожидания. Когда у вас с собой под рукой нету саперной лопатки или большого ножа или мачете, то можно камень найти. Немножко подольше будет рыть, но тоже камень работает как... Наши древние предки так и копали ямы. Это рабочий инструмент. Ударная поверхность и немного дольше, но тоже помогает и тоже работает. Веточки берем сухие, тоненькие, маленькие для розжига. Вначале она будет дымить, но это естественно, земля мокрая, влажная. Чтобы костер разгорелся, вначале чуть-чуть подымит, а затем уже будет работать. Всегда как работает печка. Вот когда она начнет гудеть, как мартеновская, такая гул пойдет, вот тогда печка заработала.
В начале, в момент розжига и просушки земляной печки этой Дакоты будет нещадно идти дым. Пусть это вас не смущает. Дыма без огня не бывает. Он потихоньку подсушивает стенки. Земля все-таки влажная, мокрая. И потихонечку дрова берутся. Вот тепло уже идет. Оно просохнет, и затем плавненько возьмется костер. Вот когда дым пропадет и будет огонь с таким характерным гулом, так как мартеновская печь, тогда она будет работать. Сейчас ей нужно дать немного времени, чтобы просушила и заработала система под приток воздуха снизу, и огонь пошел вверх. Чем хороша Дакота, здесь можно регулировать силу пламени. Поддувало закрываем камушком. И поток воздуха уменьшили, соответственно пламя меньше. Хотим чуть больше сделать, развернули. Пошел больше доступ воздуха, соответственно пламя сильнее. Хотим, чтобы мы ушли, а пламя по чуть-чуть только теплилось, прикрыли выходное отверстие, немножко воздуха поступает, и она тихонько работает всю ночь. Мы проснулись, через 3 часа бросили пару бревнышек и пошли себе дальше. В общем, Дакота, она молодец, она очень экономный, разумный костер, ну и самое главное, боевой костер. Его, естественно, нужно присыпать листиками, чтобы не было видно. Ну и когда вы уходите с этого места, ту землю, которую вы выкопали, обратно в нее засыпали, чтобы все было ровно, чисто и красиво. Сегодня мы узнали новый костер Дакота, изучили, как его делать, посмотрели на практике, что он работает действительно хорошо и сильно. Ну, немного грязно, но зато очень эффективно работает, ни один дождь его не зальет. В моей практике очень много было, что проливные дожди заливали костер, а из Дакоты я брал угли, и они нормально горели, разгорались и делали большой мой костер, и я сушил свои вещи. Подписывайтесь на наш канал, вы узнаете много нового. С вами был Роман Примак, инструктор по выживанию, Центра экстремального туризма Сиал. До новых встреч, пока!